Лондон, сентябрь 1933 года. Вокзал Виктория. 7 часов 40 минут утра. Ты стоишь на перроне с одним чемоданом из телячьей кожи и блокнотом в кармане пальто. Редакция дала 6 недель и командировочные 40 фунтов стерлингов. Задание — написать серию репортажей про Европу, пока она еще такая, какая есть. Никто в редакции не уточнял, что именно это значит. Ты тоже не уточнял. Ты 24 года, второй год в газете, первый раз едешь один так далеко. Об этом в блокнот не пишешь, но думаешь. Виктория в 1933-м — это прежде всего звук. Пар, который вырывается из-под колес и поднимается под стеклянный потолок. Объявление на 3 языках — английском, французском, немецком. И ты ловишь себя на том, что пытаешься угадать, кто из толпы куда едет, потому как они реагируют на каждый язык. Носильщики в форменных куртках движутся по платформе со скоростью, которая кажется неторопливой, но почему-то все всегда оказывается сделано вовремя. Паровоз стоит в голове состава и дышит. Не метафора, именно дышит. Медленно, тяжело, с паузами. Как живое существо, которое знает, что ему предстоит долгая работа, и не торопится. Купе 1 класса. Едешь вторым, но редактор Пикок, человек с принципами в вопросах практического комфорта, сказал: «Бери первый, там разговаривают». За 20 лет в профессии он знал, где берутся хорошие истории. В купе синий бархат на сиденьях, уже немного потертые у подлокотников, латунные поручни, которые кто-то натирал этим утром, лампа под тканевым абажуром, которая бросает желтый свет на темную деревянную панель. Пахнет полиролью, слегка табаком и чем-то третьим, у чего нет названия. Запах дороги, у которой долгая история. Попутчик уже сидит у окна, пожилой бельгиец Анри Дюпон, торговец тканями из Льежа. Сообщает об этом сам, без вопроса, через 30 секунд после того, как ты вошел, с той естественностью, с которой люди в поезде представляются незнакомцам. Достает из кожаного саквояжа термос, наливает в металлическую крышку стакан и протягивает. Кофе. Ты принимаешь. Это первое правило дороги, которое поймешь позже и сформулируешь для себя где-то между Загребом и Белградом. В поезде незнакомые люди становятся знакомыми быстрее, чем где бы то ни было еще. Потому что деваться некуда, потому что впереди часы, потому что общее купе создает что-то вроде временного братства. И это освобождает. Поезд трогается без предупреждения и без лишнего шума. Просто перрон начинает медленно ехать назад, или ты едешь вперед. Граница между этими двумя ощущениями размытая и неважная. Лондон за окном. Красный кирпич, мокрые черепичные крыши, голуби на трубах, которым нет никакого дела до поездов. Дождь, само собой. Мелкий, типично лондонский, который не столько идет, сколько просто присутствует в воздухе. Ты открываешь блокнот и записываешь. Лондон провожает, как всегда, серым и без лишних слов. Потом смотришь на это предложение. Зачеркиваешь. Слишком красиво. Хочешь написать точнее, но точных слов пока нет. Закрываешь блокнот. Через Ла-Манш паромом из Дувра в Кале. Поезд въезжает прямо на причал. Это всегда выглядит немного невозможным. Паровоз у самой воды. Паром берет 2 часа. Ты выходишь на палубу, несмотря на ветер и брызги. Пальто не застегнуто. Смотришь, как уходит английский берег. Потом смотришь, как появляется французский. Сначала силуэт меловых скал, потом они белеют, потом виден порт, потом на пирсе уже можно разглядеть людей. Первые французские слова в воздухе. Портовые рабочие переговариваются, не обращая на тебя никакого внимания. Что-то переключается внутри. Не драматично, просто переключается. Так бывает каждый раз, когда пересекаешь воду. Другой берег — это всегда немного другой мир. Париж. Гар-ди-Нор. 4:30 вечера. Ты знал, что Париж будет красивым. Об этом предупреждали все, кто там был, и даже те, кто не были. Чего не предупреждали, он будет громким. Не неприятно громким, энергично громким. Таксисты гудят без причины и как будто с удовольствием, по принципу звукового обозначения своего присутствия в пространстве. Консьержка в отеле на Рю-де-Риволи разговаривает, как будто поет. Быстро, певуче, не делая пауз и не теряя ни одного слова. Ты понимаешь примерно половину. Этого хватает, чтобы кивать в нужных местах. Остального хватает, чтобы угадывать. Отель 3 звезды, номер на 4-м этаже. 7 франков в сутки. Окно на узкую улицу, где почти всегда стоит хоть одна машина, и где утром появляется продавец газет с тележкой. Внизу — кафе. Открытая терраса, несмотря на сентябрь. Парижане пьют кофе на улице в любую погоду. Это не позерство и не демонстрация. Просто привычка, которая сложилась давно и не собирается меняться из-за температуры воздуха. Спускаешься, садишься за угловой столик, заказываешь кафе-оле и круассан. Официант приносит и уходит без единого лишнего слова. Это тоже парижская манера. Не навязываться, не контролировать, оставить тебя в покое с едой и улицей.
Сидишь и смотришь. Это и есть Париж в концентрированном виде. 3 дня. Успеваешь много и при этом не торопишься. Это парижский фокус, который не сразу понимаешь. Лувр, но не весь. Ни в коем случае не весь. Это классическая ошибка туриста. Прийти с намерением посмотреть все и уйти с ощущением, что не посмотрел ничего. Ты выбираешь один зал и остаешься в нем на 2 часа. Голландские пейзажи 17 века. Свет на воде, мельницы, люди в лодках, которые никуда особенно не торопятся. Есть что-то успокоительное в том, чтобы смотреть на людей, которые уже 400 лет никуда не торопятся и, судя по всему, неплохо без этого обходятся. Блошиный рынок в Клинянкур. Суббота, 8 утра. Туда нужно приходить рано, до того, как он превращается в туристическое место, хотя и тогда он хорош, просто по-другому. В 8 там еще торговцы переговариваются между собой, раскладывают товар, пьют кофе из термосов. Отдельная вселенная, у которой свои законы и свое время. Старые карты Европы, серебряные ложки с монограммами чужих семей, книги на немецком, польском, венгерском, граммофоны с ручками для завода, шляпные коробки в полосатую бумагу, письма, написанные чужими людьми чужим людям про чужие жизни. Покупаешь фотографию. Незнакомая семья на пляже. 3 взрослых и 2 детей. Нормандия. Примерно 1910 год. Написано карандашом на обороте, чужой рукой. Не знаешь зачем. Просто кажется важным, что кто-то ее купил. Кладешь между страницами блокнота, где она и остается. Нотр-Дам в пятницу вечером. Внутри полумрак и свечи, службу, которую ты не понимаешь, но слушаешь. Орган начинает неожиданно, когда ты уже думал уходить. Останавливаешься. Потом сидишь еще 20 минут, хотя ничего не планировал. Вот за этим и надо приходить в соборы. Не за архитектурой, которую все равно не видно в сумерках. А за тем, что иногда орган начинает именно тогда, когда ты собрался уходить. Лучший разговор в Париже случайный, как и должны быть лучшие разговоры. Кафе на Монмартре, воскресный вечер, столик у стены. Рядом садится мужчина, ряд 35, с блокнотом и стаканом красного. Оказывается, американец, Эдвард, из Огайо, пишет роман уже 3 года. Живет в Париже на деньги, которых почти нет. Снимает комнату в 6-м аррondissement, питается по большей части хлебом и сыром и говорит, что никогда не чувствовал себя лучше. В Нью-Йорке все время казалось, что нужно куда-то торопиться. Здесь нет. Здесь можно жить дешево и думать дорого. А в Нью-Йорке наоборот. Разговариваете 2 часа. Он спрашивает, куда едешь. Говоришь «Стамбул», на Ориент-экспресс. Он смотрит на тебя, как на человека, которому повезло больше, чем он понимает, и говорит одну фразу «Запомни все». Это лучший совет, который тебе дают за всю поездку. Ты записываешь его в блокнот дома уже поздно ночью. Гар-де-Лион. Вторник, 7 утра. Отсюда уходит Ориент-экспресс на юго-восток. Вокзал другой по духу, чем Виктория. Выше, светлее, с огромными часами в центре зала, на которые смотрят все и по которым сверяют все. Объявления сначала на французском, потом на итальянском, потом на еще каком-то языке, который ты не узнаешь. Находишь свой вагон по букве на билете. Проводник, пожилой, усатый, в темно-синей форме с золотыми пуговицами, которые явно его гордость, проверяет билет, кивает и говорит что-то по-французски с интонацией человека, который знает свое дело и доволен этим. Ты не понимаешь слов, но понимаешь интонацию. Все в порядке. Можно ехать. Ориент-экспресс — это не метафора роскоши. Это буквально роскошь, которую можно потрогать. Купе 1-го класса — красное дерево с тонкой инкрустацией, позолоченные петли на оконных рамах. Постельное белье с монограммой компании Internationale de Wagon Lit, вышитой синим по белому. Маленький столик у окна, на котором помещается блокнот, стакан воды и пепельница, если нужна. Электрическое освещение, которое можно убавить. Зеркало в раме. Все продумано так, чтобы человек чувствовал себя в дороге как дома. Или лучше, чем дома. Вагон-ресторан открывается в полдень, и к этому моменту ты уже ждешь. Не столько из голода, сколько из любопытства. Крахмальные скатерти. Накрахмаленные так, что они стоят, а не лежат. Серебряные приборы, которые официант раскладывает с точностью хирурга. Меню на французском, написанное от руки чернилами в тот же день. На обед — консоме с гренками, телятина с картофелью и трюфелями. Сырная тарелка, профитроли с шоколадным кремом. Бургундское вино, бутылка на 2 с соседом по столику. Сосед — Ференц Варга, 62 года,
профессор ботаники Будапештского университета. Возвращается домой после конгресса в Женеве. Небольшой, аккуратный, в очках на золотой оправе. Говорит по-французски чуть медленнее, чем парижанин, но с удовольствием. Про растения говорит так, как другие говорят про близких людей. С историями, характерами, личными симпатиями и антипатиями. Рассказывает, что в кантоне Валлис в Швейцарии есть альпийский цветок, который цветет только 3 дня в году. В очень короткий промежуток между таянием снега и первыми заморозками. Он ездил туда специально 3 раза. Первый раз опоздал на 2 дня. Второй раз приехал вовремя, но был туман. Третий увидел. Ты спрашиваешь, стоило? Он смотрит как на человека, который задал странный вопрос. Говорит, каждый раз стоило. За окном в этот момент идут Альпы. Вовремя. Главное открытие поезда — это время. В поезде время работает принципиально иначе, чем в городе. Ты не можешь ничего ускорить. Поезд идет со скоростью, которую выбрал не ты и которую ты не можешь изменить. Сначала это раздражает, особенно если привык к Лондону, где каждая минута имеет назначение и где пустое время воспринимается как потерянное. В поезде пустого времени нет, в принципе, потому что за окном все время что-то происходит, и ты свидетель этого, просто проезжая мимо. Потом раздражение проходит. Потом понимаешь, что это и есть суть путешествия на поезде. Ты едешь, пока едешь. Это единственное, что от тебя требуется. Все остальное — бонус. После обеда в купе с книгой. Взял с собой Хемингуэя и Честертона. Хемингуэй подождет. Читаешь Честертона. Детективные истории подходят к поезду лучше. Есть в этом какое-то внутреннее соответствие. За окном темнеет постепенно. Горы сменяются предгорьями, потом холмами. Проплывают огни маленьких городов. Станция, фонарь над дверью здания, мужчина на платформе, который смотрит на проходящий поезд просто так, без особой цели. Для него этот поезд — другая жизнь, которая проезжает мимо раз в день и уходит. Ты думаешь, для тебя этот мужчина тоже другая жизнь, та, которая остается. Вся дорога состоит из таких моментов, когда чужая жизнь мелькает в окне и исчезает, оставив только вопрос. Ночь в поезде — отдельный опыт, о котором тебя предупреждали, но понять заранее невозможно. Проводник приходит в 9 вечера, раскладывает постель с профессиональной скоростью, 2 минуты от входа до готовности. Просто не прохладные, но согреваются быстро. Стук колес на стыках рельсов, равномерный, ритмичный, с небольшими паузами, не мешает спать. Наоборот. Это знают все, кто когда-либо ездил в поезде ночью. Объяснить рационально сложно. Может быть, потому что ритм похож на дыхание. Может быть, потому что движение создает ощущение, что что-то происходит, даже когда ты спишь. Засыпаешь быстрее, чем дома. Просыпаешься, за окном уже другая страна. Венеция, Санта-Лючия. Раннее утро. Вокзал в Венеции стоит прямо у воды. Это знаешь заранее. Но знать и увидеть — разные вещи. Выходишь с поезда, делаешь 3 шага по платформе, и вот она. Никакой постепенности, никакого предисловия, никакого перехода. Сразу вода, гондолы, Гранд-канал, церковь Санта-Мария-делла-Салюти на том берегу, чайки, запах водорослей и мокрого камня и утренний свет, который здесь не такой, как где-либо еще. Европа в 30-е годы еще не привыкла к тому, что красота требует комментариев и объяснений. Она просто стоит и ждет, пока ты сам сообразишь. 4 дня. Остановился в пансионе в районе Каннареджа, тихом, без открыток и туристических групп, по крайней мере утром. Хозяйка Карла, лет 50, собранными волосами и быстрыми руками, готовит завтрак сама каждое утро. Свежий хлеб, оливки, яйцо вкрутую, стакан апельсинового сока, кофе. Кофе настолько крепкий, что первые 2 дня добавляешь кипяток из чайника. Карла смотрит на это молча, с выражением снисходительного терпения. На 3-й день перестаешь добавлять. Она не комментирует, но кажется довольна. Правило Венеции, которое понял на 2-й день — не планировать маршрут. 1-й день пробовал с картой. Не то. Карта дает ощущение контроля над городом, которого на самом деле нет и быть не может. Венеция специально устроена так, чтобы карты не слишком помогали. На 2-й день оставляешь карту в пансионе и просто идешь. Оказывается, заблудиться здесь невозможно. Рано или поздно выйдешь к воде, а от воды уже понятно, где ты. Мост, канале, Кампо. И снова мост. Это единственная навигация, которая нужна. Заблудиться по-настоящему можно только если очень стараться, и это лучшее, что может с тобой случиться в этом городе.
Лучшее место в Венеции найдено случайно, как и должно быть. Небольшая площадь в Дорсадуро, без названия на карте или скорее с названием, которое ты не знаешь. В ней нет ничего примечательного с туристической точки зрения. Каменный колодец посередине, 3 кошки на ступенях. Старик на лавке у стены читает газету, не обращая на тебя никакого внимания. Никакой церкви с историей, никакого памятника, никакого кафе с видом. Просто площадь. Садишься рядом со стариком, достаешь блокнот. Пишешь 1,5 часа без остановки. Потом читаешь. Это лучшее, что напишешь за всю поездку. Пустые места, где ничего нет, работают именно так. Они дают место тому, что у тебя внутри. Достопримечательности забивают это место собой. Гранд-канал вечером. Берешь гондолу. Не потому, что это обязательный пункт программы, а потому, что уже вечер, и свет на воде именно такой, как на тех голландских картинах в Лувре, и было бы странно не взять. Гондолер не поет. Это придумано для туристов. Ему это объяснять не нужно, он и сам знает. Просто везет. Иногда окликает знакомых на других лодках, иногда что-то говорит по-итальянски. Не тебе, просто так, себе. Ты отвечаешь по-итальянски, насколько возможно. Он смеется, хорошо смеется, не над тобой, просто от того, что ситуация хорошая. Рынок Лиальто в последнее утро, 6 часов, пока город не проснулся. Торговцы рыбы уже разложили улов на прилавках со льдом. Осьминоги, угри, что-то живое в ведрах, название которого ты не знаешь. Кричат, торгуются, смеются над чем-то своим. Запах рыбы и кофе одновременно. Сначала кажется странным, потом правильным. Пьешь эспрессо, стоя у деревянной стойки, как местные, плечом к плечу с рыбаком в резиновых сапогах. 2 сольда. Кофе без лишних слов. Это лучший кофе за всю поездку. Записываешь это в блокнот. Идешь на вокзал. После Венеции поезд поворачивает на юго-восток. Триест, потом Загреб, потом Белград. Пейзаж за окном меняется постепенно, почти незаметно, как меняется освещение в комнате, когда тучи идут. Альпийские склоны сменяются пологими холмами, холмы равниной, равнина чем-то, у чего нет простого названия в путеводителях. Другая Европа. Не хуже западной и не лучше, просто другая, со своим ритмом и своей температурой. Балканы в 30-е – это место, где 20 век еще не до конца победил 19-й, и непонятно, стоит ли ему торопиться. Деревни вдоль железной дороги выглядят так, будто время здесь идет не медленнее, а просто по другим правилам. Буйволы у мелкой реки, повозка на грунтовой дороге рядом с насыпью. Женщина вешает белье во дворе дома и смотрит на проходящий поезд без удивления и без особого интереса. Просто смотрит. Поезда здесь ходят уже давно. Она видела много. Новые попутчики садятся в Загребе. Семья. Муж лет 45, коммерсант из Белграда. Жена в шляпе с пером. 2 детей, мальчик и девочка. Дети немедленно, без спроса и без смущения начинают изучать содержимое твоего купе с деловитостью таможенного офицера. Ты показываешь старшему, мальчику лет 8, блокнот. Он изучает, потом требует карандаш. Рисует что-то 5 минут, возвращает. Нарисован поезд, вид сверху, схематично. 2 прямоугольника и колеса кружочками, но узнаваемо и с характером. Оставляешь рисунок. До сих пор лежит между страницами того блокнота. Белград, остановка 40 минут. Достаточно, чтобы выйти на перрон и размять ноги. На платформе торговец с корзиной продает еду прямо из рук. Маленькие бутылочки сливовицы, хлеб с чем-то острым, завернутый в бумагу. Покупаешь и то, и другое. Хлеб теплый, видимо, печется где-то рядом с вокзалом. Острое, перец и что-то еще. Название не запомнишь. Ешь прямо на перроне, прислонившись к столбу. Иногда лучшая еда в путешествии — та, которую покупаешь в спешке, и ешь стоя, без тарелки и без меню. Ночь на перегоне Белград-Ниш. За окном темнота и очень редкие огни. Деревня, хутор, одинокий фонарь над воротами. Где-то там горы, которых не видно. Лежишь в купе и думаешь про то, как странно устроено путешествие на поезде. Ты едешь сквозь места, о которых ничего не знаешь, и которых никогда раньше не видел, и они все равно что-то оставляют после себя. Незнание — что-то другое, труднее поддающееся описанию. Ощущение, что мир больше, чем казался, когда смотрел на него из редакции в Лондоне. Что людей, живущих совершенно иначе, при этом очень много. Что все они равно настоящие. Это и есть главное, зачем едут. Засыпаешь под стук колес. Стамбул. Вокзал Сиркеджи. Утро. Конечная станция Ориент-Экспресс. Поезд приходит сюда уже 40 лет. И всегда утром. Как будто это специально предусмотрено, чтобы первое впечатление от города было правильным. Выходишь на перрон. Первое, что слышишь — азан с минарета мечети, которая стоит прямо рядом с вокзалом.
Не экзотика и не туристический аттракцион. Просто утро в этом городе начинается так, и всегда начиналось так. И ты вошел в этот ритм в тот момент, когда поезд остановился. Стамбул в 1933-м — город, который только что примерил новый костюм и еще не совсем привык к нему. Реформы Ататюрка идут несколько лет. Латинский алфавит вместо арабского, европейский календарь, европейский стиль одежды обязателен для государственных служащих. На улицах люди одеты по-европейски — пиджаки, шляпы, пальто. Но город под этим слоем совершенно другой, и это чувствуется немедленно — в том, как устроены переулки, в запахах, которые из них идут, в том, как звучит разговор на турецком, в том, как продавцы смотрят на покупателя. Не как в магазине, а как человек на человека. Новый костюм, старое и очень живое тело. Гранд-базар. Входишь с намерением осмотреться, и через 3 минуты понимаешь, что карта здесь еще бесполезнее, чем в Венеции. 61 крытая улица, 4000 лавок, 1900 лет истории в стенах. Ковры, которые торговцы разворачивают прямо перед тобой с профессиональным жестом фокусника. Специи в мешках, корица, кардамон, шафран, что-то красное и что-то черное без понятного названия. Медные подносы, кожаные изделия, ткани, украшения, стеклянные лампы. Запах такой, что первые несколько минут просто стоишь и дышишь. Это не неприятно, просто очень много всего сразу. Торговцы зовут на турецком, французском, английском, немецком, угадывая происхождение по пальто и выражению лица с точностью, которая немного пугает. Один угадывает и начинает по-английски с лондонским акцентом. 3 года работал в Кенсингтоне, говорит. Вернулся год назад, скучает по туману. Мир маленький, базар большой. Босфор. Берешь паром от Галатского моста на Азиатский берег. 20 минут, несколько парома. Стоишь на палубе. Слева европейский берег. Топкапы, Айя-София, голубая мечеть, купола и минареты над крышами. Справа Азиатский берег, Ускюдар, более спокойный, менее парадный. Под ногами Босфор, пролив шириной 800 метров, по которому идут грузовые суда, рыбацкие лодки и такие же паромы навстречу. 2 континента. 20 минут туда, 20 обратно. Весь твой маршрут в миниатюре. Пересечь воду и понять, что другой берег тоже настоящий. Ресторан в Биоглу. Найден случайно, по запаху жареного мяса и лука, который тянется из переулка. Маленький, 6 столиков. Свет от одной лампы под потолком. Хозяин, пожилой мужчина с аккуратными усами, лично приносит меню, лист бумаги, написанный от руки по-турецки. Не зная языка, делаешь единственное, что можно, показываешь на тарелку соседа. Приносят баранину с овощами и свежим хлебом, чай в тонком стеклянном стакане. Ешь медленно. За окном темнеет, на улице становится больше людей. Когда платишь, сумма настолько мала, что проверяешь счет дважды. Не ошибка, просто так. Святая София в последнее утро, 7 часов, пока туристов нет. В 1933-м она еще действующая мечеть. Музеем станет в следующем году, по указу Ататюрка. Внутри полумрак, потому что большинство окон до сих пор заложены, как было при султанах. Несколько людей молятся в дальнем углу, негромко. Купол над головой уходит на 56 метров вверх, это знаешь из путеводителя. Но цифры не готовят к тому, что будет с головой, когда запрокинешь ее и увидишь. Свет входит через маленькие круглые окна в основании купола и падает вниз косыми полосами. Стоишь и ничего не делаешь. Не из религиозного уважения, просто слов нет. Иногда слова не нужны, и их отсутствие правильно. Последняя запись в блокноте — Стамбул, набережная Именёню, скамейка у воды. Ехал смотреть на Европу. Увидел, что Европа — это не одно место, это много мест, которые договорились называться одним словом, и при этом остались совершенно разными. Венеция — свет на воде и пустая площадь, где пишется само. Париж — разговор с незнакомым американцем, который говорит «запомни все». Балканы — 8-летний мальчик, который рисует поезд и отдает рисунок без объяснений. Стамбул — 20 минут на пароме между 2 континентами и чай в стеклянном стакане в ресторане, где счет проверяешь дважды. Все это Европа, все это настоящее. Поставил точку, закрыл блокнот. Обратно летел самолетом. Редакция торопила, материал нужен был к пятнице. Imperial Airways, Стамбул-Лондон, с 2 посадками. 12 часов против 5 дней на поезде. За иллюминатором облака,
Под облаками где-то весь этот маршрут. Смотришь вниз и думаешь, самолет быстрее, это факт. Но поезд честнее. В поезде ты физически чувствуешь расстояние, потому что оно проходит под тобой, километр за километром, час за часом. В самолете расстояние исчезает как категория, и что-то вместе с ним. Что взял из поездки, кроме 3 исписанных блокнотов, фотографии незнакомой нормандской семьи и рисунка поезда? Первое. В поезде незнакомые люди говорят правду быстрее, чем где бы то ни было еще, потому что через несколько часов разъедутся и больше никогда не увидятся, и это знание освобождает разговор от всего лишнего. Бельгийский торговец тканями угостил кофе без причины. Венгерский профессор ботаники 3 раза ехал смотреть на цветок, который цветет 3 дня в году, и ни разу не пожалел. Американский писатель сказал: «Запомни все». И это был совет человека, который понял что-то важное про профессию, не называя ее. Все эти люди дали тебе что-то существенное, не зная об этом, просто потому что оказались в одном купе или за одним столиком в вагоне-ресторане. Второе. Лучшие моменты путешествия всегда не запланированы. И это не случайность, это закон. Пустая площадь в Дарсадура, где написалось лучше всего за 6 недель. Рынок в Стамбуле, найденный по запаху. Ресторан в Биоглу, куда зашел наугад. Мальчик в поезде, который нарисовал состав и отдал рисунок без объяснений. Орган в Нотр-Даме, который начался в тот момент, когда собирался уходить. Запланировать путешествие нужно ровно настолько, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Дальше не мешать тому, что происходит само. Третье, и это важно. Европа 1933-го — место на пороге чего-то большого. Ты не знал тогда на пороге чего именно. Просто чувствовалось, что что-то меняется, не резко, не сразу, но неостановимо. В Берлине на перроне, пока поезд стоял на дозаправке, военная форма нового фасона. В Риме на вокзале плакаты с профилем и лозунгами. В Белграде за столиком в кафе напротив вокзала разговор, который замолк, когда ты подошел спросить дорогу. Эта Европа последняя такой, какой она была. Через несколько лет все изменится настолько, что журналист с одним чемоданом, 40 фунтами и блокнотом в кармане пальто станет невозможен. Поэтому езди сейчас, пока можно. На поезде, с блокнотом, без расписания на каждый час. Разговаривай с попутчиками, они окажутся интереснее, чем ожидаешь. Принимай кофе, когда предлагают. Ешь то, что принесли соседу. Оставляй карту в пансионе хотя бы на 1 день. Выходи на перрон в незнакомых городах за едой, которую продают прямо из рук. Стой на палубе парома между Европой и Азией, даже если ветер. Заходи в соборы, когда туда не планировал. Жди. Иногда орган начинается именно тогда, когда собираешься уходить. 40 фунтов стерлингов. 6 недель. 1 чемодан из телячьей кожи. 3 блокнота, исписанных до последней страницы. 1 фотография незнакомой семьи на нормандском пляже. 1910 год. Чужой карандаш на обороте. 1 рисунок поезда, сделанный 8-летним мальчиком в Сербии. Вид сверху. 1 совет американского писателя, который запомнишь навсегда. Это и есть маршрут. Не тот, что в билете. Настоящий. Подписывайся. Ставь колокольчик. В следующем видео другая дорога. Другое время. Тот же способ смотреть.